Всем привет! Всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. Вы не задумывались, зачем ребята из Star Citizen делают нам довольно часто вайпы, которые сносят нам всю внутриигровую валюту, шмотки и корабли, купленные за внутриигровые деньги, но при этом оставляя нам паки, которые мы купили за реальные деньги. Я заинтересовался данным вопросом и начал шерстить интернет, и вот что из этого получилось. А обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, СМИ контент. Если хотите поддержать меня и контент, который выходит, все ссылочки в описании. А вот теперь поехали. Давайте-ка немножечко пробежимся по тому, что мы теряем при вайпе. АОЕки, заработанные в игре, корабли, транспортные средства и компоненты кораблей, купленные в игре, оружие, боеприпасы, предметы и другое оборудование, приобретенное или собранное в игре, статистика преступности, репутация в игровых организациях и гильдиях NPC, таких как гильдия охотников за головами и Crusader Security, кастомизация персонажа и основное место жительства. Какие формы вайпа у нас существуют? Сброс базы данных, удаление данных с долгосрочным сохранением и долгосрочное постоянство и уничтожение репутации. Сброс базы данных обычно происходит с каждой основной и второстепенной версией игры. Следующие элементы затрагиваются при сбросе базы данных или при запросе сброса персонажа. АОЕК будет сброшен до значения, сохраненного в долгосрочном сохранении. Недавние изменения могут быть потеряны. Прогресс миссии потерян. Любые заказы на переработку добытого материала, которые вы не собрали и не продали, теряются при сбросе базы данных, но должны пережить сброс персонажа. Статистика преступности сброшена, любые корабли, купленные в игре за АОЕК, не теряются, однако любая текущая аренда судов будет потеряна. Корабли, которыми вы владеете, должны быть доставлены на терминал ASOP, и корабли, транспортные средства, оборудование, броня, личное оружие и так далее будут иметь конфигурацию по умолчанию и будут находиться в локальном инвентаре вашего основного места жительства. Компоненты корабля не потеряются, но их необходимо будет переустановить на ваш корабль. Любой груз или оборудование, хранящиеся на ваших кораблях, будут потеряны. Расходные материалы, патроны, медпены, продукты питания потеряны. Кастомизация персонажа сброшена. Основное место жительства, точка появления, необходимо будет выбрать повторно. Поддерживается репутация среди внутриигровых организаций и гильдий NPC, однако вам придется снова выполнить миссии по сертификации охотника за головами. Удаление данных с долгосрочным сохранением. Очистка долгосрочной устойчивости не планируется регулярно и обычно является результатом прогресса разработки или загрязнения базы данных из-за ошибок в игре. Следующие элементы затрагиваются при сбросе базы данных или при запросе сброса персонажа. АОЕК будет сброшен до стандартной стипендии. Когда выйдет Star Citizen, ваш баланс УЕК начнет соответствовать значению, указанному на вашем балансе. Прогресс миссии потерян, статистика преступности сброшена, корабли, техника, оборудование, броня, личное оружие и так далее будут потеряны, за исключением предметов в личном ангаре. Предметы в вашем личном ангаре будут помещены в местный инвентарь вашего основного места жительства. Если вы заплатили за него реальные деньги, они не пропадут. Расходные материалы, патроны, медпены, продукты питания потеряны. Кастомизация персонажа сброшена. Основное место жительства, точка появления необходимо будет выбрать повторно. Поддерживается репутация среди внутриигровых организаций, гильдий NPC, бла-бла-бла. Долгосрочное постоянство и уничтожение репутации. Начиная с версии Star Citizen 3.15, статус репутации был выделен в отдельную базу данных, поэтому вашу репутацию не следует сбрасывать с помощью сброса базы данных и очистки долгосрочной устойчивости. Хотя мы не можем предсказать, когда произойдет прогресс разработки или загрязнение базы данных, мы знаем, что самый серьезный уровень очистки произойдет по крайней мере в этих двух точках. Первая, Star Citizen достигла статуса бета-версии, второе, Star Citizen завершена и выпущена. При удалении долгосрочной устойчивости и репутации затрагиваются следующие элементы. АОЕК будет сброшен до стандартной стипендии. Когда выйдет Star Citizen, ваш баланс УЕК начнет соответствовать значению, указанному на вашем балансе. Прогресс миссии потерян, статистика преступности сброшена, корабли, техники, оборудование, броня, личное оружие и так далее будут потеряны, за исключением предметов в личном ангаре. Эти предметы будут помещены в, как там и говорилось, местный инвентарь по месту вашего основного проживания. Если вы заплатили за него реальные деньги, в вайпе они не пропадут. Расходные материалы, патроны и так далее. Кастомизация персонажа также будет сброшена. Основное место жительства, точка появления необходимо будет выбрать повторно, и сбрасывается репутация в игровых организациях и гильдиях NPC. Итак, почему же происходят вайпы? Помимо сброса персонажей, вайпы находятся вне контроля базы игроков. Обычно они происходят из-за прогресса разработки или загрязнения базы данных из-за ошибок. Есть ли польза от вайпа? И мне очень нравится эта формулировка.
Вайпы — это всегда возможность взглянуть на светлую сторону жизни во вселенной Star Citizen, и если произошло загрязнение базы данных, очистка может улучшить стабильность и производительность Star Citizen. Если вайп вызван ходом разработки, то, вероятно, было необходимо включить новый тип игрового процесса или функцию, которая вам понравится. Разработчики Star Citizen проявляют упреждающий подход к объявлению об удалении долгосрочного сохранения, поскольку эти очистки наносят ущерб базе игроков. Если в ближайшем будущем произойдет вайп долгосрочной устойчивости, то сейчас самое время поиграть в игру. Многие люди имеют миллионы и миллионы кредитов, и предстоящий возврат к стандартной стипендии может заставить их захотеть отдать свои кредиты другим. Спросите в глобальном чате игры, возможно, вы найдете кого-то, кто готов вам дать миллионы, необходимые для покупки, и опробования корабля, на котором вы еще не летали. Ну, то есть понятно, то, что у нас все это уже закручено на базе данных, но все же есть еще информация. Пример первый. Изменения в структуре базы данных. Если они добавляют новую таблицу или другой столбец, существующую таблицу базы данных, которая является обязательной для работы нового кода, но значения, необходимые для этой таблицы столбца, не могут быть загенерированы из стандартных данных или старых, данные просто не работают с новым кодом, необходимо выполнить сброс базы данных, хотя я не думаю, что промежуточные патчи, такие как 3 и 4.2, выносят такие серьезные изменения в структуру базы данных. Крупные патчи определенно вносят такие серьезные изменения. Пример 2. Изменения в способе хранения данных в базе данных генерируются или считываются. Даже, казалось бы, небольшие изменения, например, обнаружение того, что функция округляется неправильно, и исправление этого означают, что все данные, которые были сохранены до того, как эта ошибка была исправлена, должны быть исправлены, чтобы его удалили, потому что это может вызвать лавину ошибок позже в будущем. Особенно в больших проектах обязательно точно определить, какой формат должен иметь ответ. Например, эта функция ожидает число с плавающей запятой, состоящее из 4 цифр. Хорошим примером этого является изменение точности значения или способа интерпретации данных. Пример 3. Нежелательные данные были записаны в базу данных из-за ошибки. Лучше всего это объяснить на реальном примере из текущей сборки. На данный момент из-за ошибки можно прикрепить любое оружие к каждой точке крепления. Такое впечатление, что игра не проверяет, подходит ли точка крепления к выбранному вами оружию. Вместо этого при выборе точки крепления игра проверяет, какое оружие из вашего инвентаря к нему подойдет. То есть делает вызов в базу данных и затем рисует меню выбора в зависимости от ответа. Это единственный раз, когда эта проверка запускается, и игра не предотвращает прикрепление неправильных предметов к точкам крепления. Это означает, что в течение периода времени от выбора жесткой точки до перерисовки меню вы можете выбрать все, что захотите. Теперь вы исправите эту ошибку, например, не разрешив выбирать элемент до тех пор, пока не завершится вызов базы данных для этой жесткой точки, или проверив, действительно ли текущий выбор, когда вы нажмете «Сохранить». Если у вас еще будут старые записи базы данных, где у людей есть лазерная пушка 5 размера, прикрепленная к ракетной стойке 3 размера, это так или иначе вызовет проблемы. Есть, конечно, и другие проблемы, я просто перечислил некоторые другие проблемы. Например, отсутствие деталей и их состояние ошибок записано в базе данных корабля, хранятся на аванпостах и так далее. Таким образом, даже если значения, хранящиеся в базе данных, были технически действительными данными, они все равно могут быть неправильными, и очистка является самым быстрым решением для их сброса. Все остальное потребует слишком много работы. То есть... Простыми словами, все это у нас привязано к базам данных игроков, где могут возникать различные ошибки во время чего угодно, обычной игры, различных нововведений, обновлений и так далее. Далеко за примером можно даже не ходить. Смотрите, в чем был прикол. Когда выходило предыдущее обновление, до этого у меня был корабль Андромеда, я купил его за внутриигровую валюту. Теперь Андромеды у меня нету, но остался кораблик К-52 Крюгер без квантового движка, который был прикреплен к этой самой Андромеде. Ну смешно же, не правда ли? При этом говорили, что вайпа не будет, но ошибки все равно имеются. И потом, судя по всему, это будет исправлено. Если вы что-то купили за реальные деньги у Star Citizen, то у вас все это останется. Если через внутриигровую, есть угроза сброса, либо угроза какой-либо ошибки. По крайней мере, это я так понял. Если что, поправьте меня в комментарии, буду очень вам признателен. А вот то, что вы покупаете за реальную денежку, остается. И остается, потому что это не находится где-то там на серверах у Star Citizen, как их сказал, у Imperium Games. Это именно, грубо говоря, ваш аккаунт, к которому привязана база данных того, то, что вы купили за реальные деньги. По крайней мере, я понял это вот именно таким образом. Нет, ну естественно, в любом случае. Будет обидно, когда вы там накрабили 20 миллионов, накупили корабли, и потом вам все это снесли. Там в той статейке
Была такая фраза, то, что посмотреть на Star Citizen с другой стороны, это так круто, ля-ля-ля, начать заново. Нет, нифига не круто. В любом случае, вайпы у нас будут проходить, как я это понял, до момента релиза Star Citizen, а это может занять довольно большое время. Хотя, учитывая то, что было показано на CitizenCon, то, что у нас будет 4.0, то, что все, что там было показано, будет в 2024, релиз не за горами. Этот проект мне нравится, так же, как и Elite Dangerous, но все же я уже поглядываю больше в сторону Star Citizen, потому что, в элитке ничего не происходит. Надежда лишь только на K-Future Overhaul, но зная фронтиров, можно даже не надеяться. А у меня на этом все. Всем спасибо за ваши просмотры, лайкосики, подписочки, донатики и все это прекрасное. В описании под видео все возможные ссылочки, плейлисты, социальные сети, помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, или сегодня на стриме, если он будет. До встречи.